Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодняшняя тема – бюджетные аналоги люксовых парфюмов. Я знаю, полюбилась многим. Без сомнения, есть аналоги среди люкса, но, конечно же, это не так интересно. Всегда интересно найти что-то по бюджетной цене, при этом люксового качества. И сегодня мы поговорим именно о таких ароматах. И начать я хочу с прекрасного, женственного, сексуального аромата Goddess от Burberry. Мне он кажется очень универсальным, подходящим на все случаи. При этом стойкость и шлейф здесь очень хорошие. Я помню, что когда я только с ним познакомилась и нанесла его на блотер, он у меня пах в течение, мне кажется, 2, а то и 3 недель. И это что-то феноменальное даже для люксового парфюма. И для меня это отличное сочетание яркости, нежности, женственности, сладости. При этом здесь есть очень такая удачная терпкость имбиря, которая дает ему дополнительной глубины и игры нот. Его верхние ноты – это какао, ваниль, лаванда и имбирь. В средних нотах ваниль и в базе также ваниль. Но можно подумать, что это чистая ваниль в аромате, так как она здесь преобладает, но совсем нет. Аромат не приторно-сладкий, да, в нем есть ваниль, но ваниль здесь достаточно сухая, не такая тяжелая гурманская, кондитерская, а скорее очень нежная такая корректная ваниль. И на мой вкус очень удачно, что ваниль здесь в соединении с имбирем и лавандой, они делают этот аромат более ярким, более интересным и чуточку даже дерзким. Данный аромат даже входил в топ самых лучших ароматов прошедшего года, и абсолютно не зря. Он имеет большую армию поклонниц, прекрасный аромат. Цена здесь в районе 140 евро за 100 мл. Хотите сэкономить и получить всю ту же богиню? Тогда берите Латафу Алхам. И здесь 100 мл вам обойдутся всего в районе 35 евро. Прекрасный аромат, практически полная копия по более бюджетной цене. Такой же женственный, такой же интересный. Здесь тоже сочетание ванили в обрамлении лаванды и имбиря. Звучит практически один в один. Какую я вижу здесь разницу? То, что аромат Латафы улетучивается быстрее, но я не скажу, что он не стойкий и не шлейфовый. Он имеет хорошую стойкость, отличный шлейф, но просто у богини от Burberry шлейф и стойкость какие-то феноменальные. Здесь они просто очень неплохие, за эту цену просто великолепны. Также в чем я вижу отличие, это в первых минутах нанесения данного парфюма. Он звучит чуть более искристо, и это, я думаю, за счет цитрусовых. Но дальше, по прошествии пару минут, я практически не ощущаю никаких отличий, это просто один в один. И это тот самый случай, когда вы действительно можете сэкономить и купить более бюджетную версию. В верхних нотах имбирь, мандарин и розовый перец. Средние ноты – это лаванда, какао, пролине и жасмин. В базе же мускус, амбр и ваниль. Интересно, бывает ли у вас так, что вам нравится какой-то бренд, вы им с удовольствием пользуетесь, но при этом его цену вы считаете завышенным? Лично у меня так почему-то сложились отношения с брендом Jo Malone. Мне действительно нравятся очень многие ароматы этого бренда. Я действительно с удовольствием ими пользуюсь. Они звучат действительно дорого, хорошо, роскошно. Но почему-то мне всегда кажется, что цена здесь несколько завышена. И в преддверии лета хочу рассказать вам о чудеснейшем аромате Wood Sage and Sea Salt от Jo Malone. Это аромат моря, его соленых, ярких волн, очень летний, очень освежающий, прекрасный. Здесь просто великолепное сочетание шалфея, морских нот и цитрусовых. И все это очень освежает, дарит прохладу. Все это очень красиво звучит и играет летом. Аромат про море, про его бескрайние просторы и свободу. И здесь ноты морской соли, шалфея, грейпфрута, а также амбретто и морские водоросли. И 100 мл данного аромата стоит 150 евро. И для меня это очень обидно, так как моя горячая кожа съедает этот аромат просто за 1-2 часа. И далее на себе я его не ощущаю. И хочу познакомить вас с прекрасным ароматом Before the Rainbow, который стоит в 3 раза дешевле, а именно 50-60 евро за 100 мл. Но при этом это практически клон. Я думаю, при слепом затесте вы не сможете их отличить.
такой же соленый, такой же освежающий. Здесь то же самое бескрайнее, чарующее, освежающее летнее море. И что особенно меня радует, так это то, что стойкость здесь как будто бы даже чуть-чуть получше, чем у его предыдущего собрата. И здесь ноты соли, бергамота и дубового моха. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. Также напоминаю, что вы можете стать спонсором моего канала. И это может быть совсем недорого, всего лишь цена чашечки кофе. Ссылка будет в описании. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и прекрасного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!